Венеция — это не просто город, это величайший в истории человечества архитектурный парадокс, застывший в соленом дыхании Адриатики. Когда мы говорим о ней, мы неизбежно сталкиваемся с ощущением нереальности происходящего. Город, построенный на миллионах лиственничных свай, вбитых в илистое дно лагуны, бросает вызов законам физики и здравого смысла уже более 1500 лет. История началась не от хорошей жизни. Беженцы из разоренных варварами городов материковой Италии искали спасения на труднодоступных островах, где единственной защитой была сама вода. Никто тогда не мог предположить, что эти разрозненные поселения рыбаков и соливаров превратятся в светлейшую республику Ла Серениссима, которая будет диктовать свою волю Византии, папам римским и восточным султанам. Своеобразие Венеции начинается с ее топографии. Это лабиринт из 180 островов, соединенных 4 сотнями мостов. Здесь нет привычного гула автомобильных шин, лишь мерный плеск весел и крики чаек. Главная улица города — Гранд-канал — извивается гигантской буквой «С», отражая в своих водах фасады палаццо, которые кажутся декорациями к бесконечной театральной постановке. Каждый дом здесь — это летопись. Вглядываясь в кружевные арки венецианской готики и строгие линии ренессансных фасадов, понимаешь, что богатство этого города было накоплено не только торговлей пряностями и шелком, но и невероятным авантюризмом его жителей. Венецианцы были лучшими моряками и самыми прагматичными политиками своего времени, умевшими извлекать выгоду даже из крестовых походов. Сердце города — площадь Сан-Марко. Наполеон называл ее «лучшей гостиной Европы», и это определение актуально до сих пор. Собор Святого Марка, увенчанный 5 куполами-луковицами, выглядит как византийское видение, перенесенное на итальянскую почву. Его стены, покрытые золотой мозаикой, сияют мягким светом, рассказывая истории о покровителях города и о том, как мощи святого были тайно вывезены из Александрии в бочках со свининой, чтобы обмануть бдительность мусульманских таможенников. Рядом возвышается дворец Дожей, шедевр готической архитектуры, где когда-то принимались законы самой могущественной морской державы Средиземноморья. Внутри него залы, расписанные Тицианом, Веронезе и Тинторетто, чьи полотна настолько огромны и полны жизни, что зритель невольно чувствует себя крошечной частью великой истории.
Но истинная Венеция прячется за пределами туристических маршрутов. Стоит свернуть в узкое Калле, улочку, подальше от Риальто, как шум толпы стихает. Здесь, в районах Канареджо или Кастелло, можно увидеть настоящую жизнь. Белье, развешанное на веревках между домами, пожилых венецианцев, обсуждающих новости в крошечных барах-чекитериях, и ремесленные мастерские, где до сих пор вручную делают весла для гондол. Гондолом — это, пожалуй, самый узнаваемый символ города. Эта черная асимметричная лодка идеально приспособлена к навигации по узким каналам. Стать гондольером значит войти в закрытую касту, где мастерство передается от отца к сыну. Каждая деталь гондолы наполнена смыслом. От набалдашника на носу, символизирующего 6 районов города, до особого изгиба корпуса, позволяющего гребцу управлять лодкой, стоя на одном борту. Особое место в культуре Венеции занимает стекло. С XIII века все стеклодувные мастерские были перенесены на остров Мурано, чтобы уберечь деревянный город от пожаров. Муранское стекло стало синонимом роскоши. Секреты его производства охранялись так строго, что мастерам запрещалось покидать республику под страхом смерти. Сегодня, наблюдая за тем, как мастер за считанные минуты превращает раскаленную массу в изящную вазу или хрупкую лошадку, понимаешь, что это не просто ремесло, а магия, не утратившая своей силы за столетия. Другой остров, Бурано, встречает туристов буйством красок. Его разноцветные домики, по легенде, служили маяками для рыбаков, возвращавшихся домой в густом тумане. Здесь же до сих пор плетут знаменитые кружева, тонкость которых когда-то ценилась дороже золота. Венецианский карнавал — это апофеоз городской идентичности. Когда-то он длился по полгода, позволяя сословиям перемешиваться под покровом масок. Маска давала свободу. Бедняк мог сойти за дворянина, а Дон Жуан — за благочестивого монаха. Сегодня карнавал превратился в грандиозный парад костюмов, где историческая достоверность встречается с безудержной фантазией. Но даже без маски Венеция полна тайн. Мост вздохов, соединяющий дворец Дожей с тюрьмой, получил свое название вовсе не из-за романтических свиданий, а из-за последних вздохов осужденных, бросавших прощальный взгляд на свободу через крошечные окошки. Город пропитан такими историями. О Казанове, сбежавшем из неприступной тюрьмы Пьомби, о Байроне, переплывавшем Гранд-канал, и о Бродском, нашедшем покой на кладбище Сан-Микеле.
Однако современная Венеция – это город, ведущий борьбу за выживание. Проблема аква-алта, высокой воды, становится все острее. Из-за глобального потепления и проседания почвы наводнения случаются все чаще, заставляя жителей надевать высокие сапоги и передвигаться по специальным помостам. Система дамб-мосс призвана защитить лагуну от приливов, но Венеция остается хрупкой, как те самые стеклянные фигурки из Мурана. Отток коренного населения – еще одна больная тема. Жить в городе-музее непросто. Высокие цены, влажность и бесконечные потоки туристов вытесняют венецианцев на материк. Тем не менее, город продолжает жить, принимая Венецианскую биеннале и кинофестиваль, оставаясь мировым центром современного искусства и культуры. Венеция – это не только памятники, но и гастрономия. Венецианская кухня проста и изысканна одновременно. Основой ее являются морепродукты. Сардины в маринаде саор, каракатицы со своим чернильным соусом, ризотто с морепродуктами. Трапеза здесь немыслима без бокала просекко или знаменитого коктейля сприц, который венецианцы пьют в качестве аперитива, наблюдая за закатом на набережной неисцелимых. В этих моментах замирает время. Здесь понимаешь, почему художники всех эпох стремились запечатлеть этот свет. Уникальное сочетание отражений воды и терракотовых крыш, которое невозможно встретить больше нигде в мире. Завершая прогулку по этому городу-призраку, понимаешь, что Венеция – это урок человечеству. Урок того, как на самых неблагоприятных болотах можно построить самое прекрасное и величественное государство. Она учит нас ценить красоту, которая по самой своей природе недолговечна. Каждый камень здесь пропитан солью и историей. Каждый канал – это вена, по которой течет память о великих победах и горьких поражениях. Венеция уходит под воду, она меняется, она ветшает, но ее магия остается неизменной. Это город, который нужно не просто увидеть, а прочувствовать, заблудившись в его переулках, доверившись воде и позволив себе хотя бы на один день стать частью этой великой, вечной декорации.